Привет, друзья! Мы с нашего Зовка, не знаю, может быть, мы сегодня здесь крайний день, может быть, завтра, потому что мы переезжаем в другой район. Я хочу показать вам, сколько здесь прелести на предкассовой зоне. Вообще, просто глаза разбегаются у детей. Вот этих Харибо, это просто восхищение, да, Дима? Сколько много вообще. Просто огромнейший выбор. Вот, покажи, тут даже стенд. Вот даже стенд есть Харибо, посмотрите. Сколько для детей тут всего? 100 рублей. 120, что ли. Я молчу уже про оригинальные. Тут ММДМсы, тик-таки. А посмотрите, какой стенд. Тут даже киткаты есть. Киткат есть, да? Оригинальный. Оригинальный, да. Смотрите, сколько киндеров всяких разных оригинальных. Красота. Ну, а мы делаем закупочку продуктов. И стоят киндерами по 300 рублей. Угу. Вот, все, наша уже очередь подошла. Если кто-то любит Орбит, но не сильно, можно купить одну жвачку. Да, если просто у кого-то, может быть, денег с собой немного, посмотрите. Я уже молчу, что в аптеках, аптека, кстати, здесь вот она, продают таблетки поштучно. Можно Таблетки. купить одну таблетку. Да, одну таблетку, одну ампулу. Вообще просто шок в шоке, как говорится. Все для людей. Солнце. Ну что, вышли мы с Зовка. Может быть, мы сейчас, не сейчас, а сегодня еще сюда придем, да? Да. Ну, вообще, в принципе, мы сюда придем. Мы же не из Еревана уезжаем, а из района Нор-Норк. Вот, но нам этот район очень понравился. И нас сейчас вез сюда человек, который, оказывается, на нас подписан. Его крутая машина. Да. Это было неожиданно. Мы Опять растерялись. Да, мы сели в машину, вызвали бизнес-класса, как вы нам советовали, с удобствами. С комфортом. Да, чтобы был кондиционер. Все, приехала иномарочка хорошая. Вот, мы все погрузились в машину, едем. Вот, и он говорит. Нет, мы попросили его, чтобы он нас подвез не к дому, а к Зовку. Да, к Зовку, Вот, да. я говорю, могу поменять в приложении пункт назначения. Он говорит, не-не, я все знаю в этом районе. И говорит, а что Дима-то в телефоне? И мы такие... А откуда Дима он сзади знает? сидит. И мы думаем, откуда он знает его имя? А потом как, поняли? А потом, как поняли, да, мы у него спросили, вы что, смотрите нас, да, подписаны? Вот, он говорит, да, я смотрю. Ну и как-то неудобно постоянно говорить, давайте сфотографируемся. Да. В общем, если вы нас вдруг увидите, и вы захотите сфотографироваться на память, мы будем очень рады вообще просто. И просто мы сами иногда стесняемся, иногда просто забываем. Ну, Вот. Но мы хотим передать привет Арам. Да, Привет. мы подумали, что, мужчина за рулем, вот, Да. интеллигентный, может быть, ему не совсем удобно будет, вот, и даже не предложили. Что-то мы как-то, да. В общем, извините нас, да, и огромное вам вообще спасибо. И благодарность, что довезли нас прямо к магазину. Сейчас мы с вкусняшками пошли домой. Вот. Будем готовиться к переезду. У нас завтра переезд в новый район. Будем вам все рассказывать, показывать. Все. Так что будьте с нами на связи, не переключайтесь. Все, завтра мы переезжаем. Сейчас пойдем собирать вещи, готовиться. Вот так пролетели 18 дней на посуточной квартире. Привет! Ну вот и все, пролетели 18 дней, как я говорила, в нашей квартире мгновенно. Вот, сейчас будем собирать чемоданы. Вот вся вот эта вот мелочевка, которая наставлена, тоже будет собираться в другую квартиру. И вот этот мальчик тоже поедет в другую квартиру. Вот. Думала, сейчас... тоже мальчик поедет. И вот Это тоже мальчик поедет. Короче, все мальчики поедут, и тот, который там спрятался в комнате, тоже поедет. Вот. Мы тут сходили в наш овощной, да? Да. Я сейчас собираю вещи, а Димочка там нам вкусняшку готовит. Арбузик. Арбузик режет. А Димасик уже готовит, что стесняешься? Димасик уже готовит проект музыкальный. Скоро Ищет будем, аккорды. да, ищет аккорды, подбирает. В общем, буду собирать вещи и отвечать на ваши вопросы. Вот мы, когда искали квартиру, мы не знали вообще, чем отличаются районы. Мы могли только также посмотреть чьи-то обзоры, да, видео, почитать, но сами мы все равно не представляли, как далеко они друг от друга, сколько стоит такси, сколько по времени перемещаться. И поэтому, можно сказать, все выбирали наугад. Вот. И можно сказать, что по этой же и причине мы и выбрали для долгосрока квартиру в Арабкире. Потому что я почитала, что там больше армянских школ с русским сектором, больше выбора. Вот.
Ну, вот я увидела 3 школы, скоро мы пойдем в эти 3 школы, я засниму обзорчик, в какую школу все-таки нас взяли, в какую школу мы попали. В принципе, в 132-ю, как я говорила раньше в видео, нас уже берут. В 77-й, в 147-й нужно прийти вот 17 августа, через неделю. Вот, сейчас собираем вещи и буду записывать ролик, потому что завтра утром мы уже переезжаем. Вот, вы писали свои вопросы в комментариях под видео. Очень частый вопрос – это как мы нашли жилье, сколько стоит жилье. Вот, это не секрет. В общем, как мы нашли жилье. Наше жилье, которое на долгосрок, мы нашли через риэлтора. Потому что я также была подписана в телеграм-каналах, съезжаем раньше, разные каналы, которые по недвижимости, которые также занимаются арендой на долгосрок. Вот. И искала также на лист АМ в разделе «Собственник», в разделе риэлторов, да, не знаю, как правильно, риэлтор, не дилер. Вот. И в основном поняла, что 90% это квартиры, которые либо вот фотография есть на листе, но по факту, когда ты начинаешь звонить, они говорят, что все уже сдано, буквально вот час назад, то есть как бы они такие фейковые. И рассчитывать на то, что вы найдете на лист АМ, особенно от собственника, ну это, конечно, прям везение. Вот, тем более, что, ну вот если бы мы сейчас приехали, то у нас есть вы, дорогие друзья, и вы бы по-любому нам помогли найти жилье, но мы никого не знали и ехали как бы вообще не ориентируясь, и поэтому, конечно, мы искали квартиру удаленно. Мы нашли в Инстаграме профиль одного парня, риэлтора, который нам помог найти, ну, скинул варианты под наш бюджет. Вот, когда мы уже начали искать квартиру, а это было в мае, уже цены очень сильно подскочили. Вот. Потому что, когда мысли у нас появились о том, что мы хотим в Армению, это было в марте 2026 года, то цены были адекватные. Вот. Некоторые наши знакомые приобрели даже дом в аренду там, за 200 тысяч драм, за 250 тысяч драм. Целый дом двухэтажный с участком. Вот. То когда мы уже начали искать квартиры, мы уже видели цены. Цены, кстати, вот вы тоже спрашиваете, какие цены? Цены, примерно диапазон вы можете увидеть как раз на лист АМ. Сейчас цены подскочили. Сейчас где-то 500 тысяч драм стоит квартира, если в Арабкире, двухкомнатная с хорошим ремонтом или трехкомнатная с хорошим ремонтом новостройки. Есть и за 600, есть и за 2000 долларов. Вот, на ваш бюджет, скажем так, какими деньгами вы обладаете. Наш бюджет был не сильно большим, учитывая, что мы переезжаем, нам нужны деньги на то, чтобы и детей к школе одеть, и жить. Поэтому мы рассчитывали, ну, хотя бы до 350 тысяч драм, трехкомнатную квартиру, чтобы, ну, было нам комфортно. Но нас 4, вот, у нас 2 сына, да, и 2 взрослых. И нам так посчастливилось, что мы нашли квартиру 4-комнатную. И когда мы начали списываться с собственником, то собственник нам сказал, что квартира будет свободна только с 8 августа. Вот, нам предложили внести предоплату. Мы внесли предоплату, хотя многие, кстати, боятся, но если вы знаете, что риэлтор проверенный, то, в принципе, ну, мы как арендопользователи, да, арендосъемщики должны понимать, что люди, которые сдают квартиру в аренду, конечно же, они хотят подстраховаться, чтобы так не получилось, что вы скажете, я снимаю квартиру, а потом вы найдете что-то другое, про них забудете, и они останутся, соответственно, ну, без арендосъемщика, да? То есть они тоже имеют свой интерес, поэтому они подстраховываются и просят внести задаток. Но в нашем случае нас попросили внести задаток в размере 80 тысяч драм. Вот, то есть это в районе где-то 20 тысяч рублей. И все, и за нами забронировали эту квартиру. Далее я начала искать квартиру на Airbnb. Также есть приложение Booking, но я там не искала, если честно. Я искала на Airbnb, выставляла в фильтрах запрос, который мне нужен. Вот. Районы я не указывала, я просто указывала, я просто смотрела цену. Я смотрела тот период, когда мы прилетаем, какая цена на квартиру именно, не на хостел, не на не на гостиницу, да, потому что нам это было бы неудобно, а нам нужна была именно квартира.
И вот эта квартира, в которой мы живем, я обзор показывала квартиры в прошлом видео. Можете посмотреть, кто не видел прошлое видео. В прошлых видео, их уже много. Вот там есть первая квартира в Нор-Норке, наш выпуск, можете там посмотреть. Можете перелистнуть и посмотреть, если вам интересно, как выглядит квартира. То эта квартира была самая доступная по цене. За 16 дней $1150. Я считаю, конечно, что это очень дорого. Но других вариантов не было. Другие варианты были еще дороже. И это было самое доступное жилье. И, конечно же, я быстрее его забронировала, заплатила. Вот, заплатила я через карточку. Вот наш хороший знакомый помог нам, потому что у нас карточки нет зарубежной, пока только мир не принимают. Вот, но также, в принципе, есть риэлторы, вот сейчас, когда мы помогали нашей подписчице, да, на осмотре квартиры, там можно было просто перевести с российской карты на армянскую или с российской карты там, ну, по-моему, ей предложили на армянскую карту перевести залог, то есть тоже был залог. И все, и квартира за вами бронируется. На Airbnb мы заплатили, и через 2 дня мы поняли, что, в принципе, есть вариант. Ну, там был такой момент, что, получается, мы думали, что мы заедем 8-го, а собственник перепутала, и мы заезжаем 10-го, а я забронировала только по 8 августа. И, соответственно, нужно нам было бы где-то находиться 2 дня. Вот, я так понимаю, что собирать вещи и записывать видео у меня не получится. Поэтому буду просто вам рассказывать. Потом, в общем, продолжаю свой рассказ отвечать. Вот. Нам... Шуник тоже хочет интервью дать. Шуник. На Катака СР. Шуник, отвечай на интервью. Шутники. В общем... на чем я остановилась, что нам надо было заезжать 10-го, и нам нужно было доплатить. И я спросила, вернее, сначала зашла в приложение Airbnb, хотела отменить бронь, потому что нам будущий собственник сказал, раз вот, ну, я так перепутала, да, даты заселения, то она хотела свою квартиру предложить в Кентроне за вот эти же деньги, $1150. И я такая думаю, сейчас отменю быстренько. Подсаживайся. А я вот тут рядышком. Вот. Сейчас я отменю быстренько эту бронь, и мы как бы за эти же деньги заселимся уже, соответственно, в Кентроне, да. И я захожу на Airbnb, и мне говорят, без проблем, 60% мы просто забираем себе за бронирование, и все, можете отменять сколько хотите. Всего лишь? Но у нас таких денег нет. И я думаю, ну ладно, что ж теперь. Вот. И мы, соответственно, приехали сюда. Но я хочу сказать, что вот девушка, у которой мы бронировали эту квартиру, очень хорошая. Вот. Мы, правда, с ней в реальности не виделись, но она всегда на связи. Вот. Всегда нам помогала. В плане того, что когда был вопрос, когда мы должны были приехать, я попросила ее, чтобы была помощь в поднятии чемоданов. Потому что, 4 чемодана, а дом кирпичный, 4-этажный, тяжеловато было бы нам. И приехал ее сын с друзьями, помогли нам сюда подняться, да? Угу. Вот. И еще, когда был вопрос там бытовой, я тоже уже говорила в прошлом видео, то есть они как бы пошли навстречу, пришли, помогли, рассказали, объяснили. Ну и даже, в принципе, хорошо, что они не надоедали, не приходили нас проведывать. Мы жили как у себя дома. Нам отдали ключи, и все, и мы как бы, и живем. Район нам очень понравился, это Норк. И все эти массивы мы, не все, конечно, но частично, вот благодаря вам мы поняли, в каких массивах мы гуляли. Нам очень понравился этот район, да? Да, уже как родной. Уже стал родной, да, какой-то, вот только хотел сказать, забыл слово. Да. Родной, прям сейчас вот мы вышли вечером, с собачкой погулять, с Шуником. Вот, и, по вот этим местам мы погуляли, где мы раньше гуляли, и уже тоска такая, что ты завтра уже будешь гулять не здесь. Честно говоря. Мы, конечно, не из Еревана уезжаем. Все равно. Но все равно, да, ты уже как бы, не твой двор родной будет. Уже стал. Да. Хотя все уже соседи нас знают. Дети все к нам вообще прям бегут с распростертыми объятиями. Вот. Соседи нас все уже знают. Как бы так. Выходишь, и как бы все тебя встречают, очень приятно. Сейчас познакомились с женщиной там в скверике, да? Угу. Тоже такая хорошая женщина вообще. 83 года по ней не скажешь, вообще так выглядит молодо. Ну а что удивляться? Климат, вода, фрукты. Лечебная вода из-под крана течет. Тут как бы чего стариться? Поэтому
Поэтому вот так, район нам нравится, все хорошо. Квартира это посуточная. Меня многие спрашивают, можете ли вы дать контакт. Контакт я могу дать, ну вот, чтобы вы в личку написали человеку, потому что, я не знаю, я сейчас посчитаю, вот, я еще не считала, вот мы сейчас видео записываем, когда начали вещи собирать, я, кстати, сейчас, ну, убрала камеру от чемоданов, думаю, уже запишем, ответим на вопрос, потом будем вещи собирать, вот так неудобно, потому что я вам не смотрю на вас, мне так некомфортно разговаривать. Вот, что посчитаю, сколько это 1150 на 16 дней, если в драмах, потому что нам сказали доплатить 40 тысяч драм за 2 дня вот за вот эти. Что-то ты как-то далеко сидишь. Нормально. Иди ко мне поближе. Самое главное, чтобы тебя было видно. Ну! Я-то уж ладно. Ну, неправда. Опять шутит. Вот. В общем, я посчитаю и здесь сейчас напишу бегущей строкой. Потому что я думаю, все-таки площадка R&B какую-то комиссию свою тоже берет. Ну, я думаю, да. Я думаю, что там не благотворительный фонд. Да. Ну, это понятно, да, поэтому... Я уже перехожу на армянский, поэтому я за свои слова Переводить надо. уже скоро буду говорить, это как оно по-русски, вот это. Я выучила фразу, вот эту «нака така сыре». Он такой шутник, потому что он шутит через слово. А еще я записала просто «он шутник». Это «нака так чи э». Можно через слово применять. Тебя посадить рядом и через слово применять. Вот, в общем, вот такие дела. Здесь мы прожили 18 дней, как мы говорили, нам понравилось все. Ну, район хороший. Вот, есть, конечно, такие моменты, которые, ну, требуют, как, руки хозяина. Если кому-то интересно, можете в личку написать. Мы, ну, в Инстаграме есть, в Телеграме есть. Мы все объясним, на что обратить внимание при заселении. Контакт, если хотите, мы, ну, сюда не будем прикреплять, конечно, но если нужно, мы скинем. Вот. Что касается нашего заселения дальше. Дальше у нас Арабкир, как я говорила. Мы переезжаем в Арабкир. У нас будет 4-комнатная квартира. И дети уже ждут, не дождутся, когда они займут свою комнату. Продолжаем. В общем, завтра мы заселяемся в Арабкир. Снимем, когда... Ты чё? Ты так сильно рад, что ты заезжаешь в Арабкир или что? Да ты меня все смешишь. Я тебя не смешу. Нам, кстати, говорят, что надо поменьше улыбаться. Вот, кстати, отвечу на этот комментарий. Дорогие друзья, мы такие, какие мы есть. Мы ведем честный контент, честный канал. Так, поставлю вот так. Все снимаем по-настоящему, без всякого этого. Стараемся даже без всяких стыковок, без всяких обрезок, только если нам не помешает там кто-нибудь своим цоканьем лап на полу или еще что-то. Стараемся все как есть записывать, поэтому мы не можем не смеяться, понимаете? Мы такие, мы настоящие, мы живые. Я не могу вот так вот ходить и не выражать эмоций. Ну да. Поэтому вы уж нас простите, мы очень стараемся делать контент полезным, интересным и живым. А мы живые и вот такие. Мы весельчаки. Поэтому спасибо, что вы остаетесь с нами, что не переключаетесь. Вот. Завтра мы уезжаем в 12 часов дня. Нам нужно освободить квартиру. И нас уже будут ждать на новом адресе. Мы уже ждем этого момента, чтобы разобрать вещи. Скоро придет нам посылка, надеюсь, с ПЭКа. Поэтому будем все рассказывать и показывать. Надеюсь, что в этом видео мы вам подробно рассказали, что диапазон цен можете посмотреть на лист АМ. Вот. Если найти квартиру посуточно, можете посмотреть на R&B. Есть, в принципе, риэлторы, которые я уже знаю, ну что вот, нам, да, парень помог. Еще есть семья тут риэлторов, которых тоже мы знаем. Еще одна девочка риэлтор, которая вот нашему подписчику нашла квартиру. То есть есть уже какие-то у нас контакты. Если что, можете написать в сообщениях в Инстаграм или в Телеграм. Это бесплатно. Мы просто делимся и все. Да, я просто вам скину, что уже как бы с этими людьми мы взаимодействовали. Да. А ты, кстати, говорила, что если рассматривать районы отдаленные, да, не центр, то там они подешевле будут. Нет, не говорила. И иногда гораздо подешевле. Вот. Да. Ну, то есть, если есть, прям совсем вот ограниченный, да, бюджет, то есть вот такие районы, это где вот, чуть-чуть дальше Еревана. Вот. Немного, но как бы дальше. Вот. И там уже она в половину меньше, а то и больше. То есть, как бы, я думаю, что любой желающий может легко снять вообще. Если честно... Никаких проблем и никаких ограничений.
Ну как не вставить вообще? Ну, Я вот, проживя уже целых 18 дней, могу сказать, что если бы мы знали все вот эти нюансы раньше, мы, в принципе, бы и не снимали квартиру в Арабкире. Вот, просто видите, все вот эти распиаренные, как сказать, фотографии в Инстаграме, да, рассказы о районах, ну, как бы все ведет к тому, что Кентрон это прям центр-центр, но если честно, вот уже гуляя по Кентрону, я бы не хотела там жить. Там очень да. сильная движуха. Ну, как бы, да, даже тесновато порой. Вот. Да, ну как бы Вечернее много народу, время. я такое не люблю. Вот здесь, в третьем массиве, прям вот как, ну, как такой свой мир. Все спокойно вообще, так размеренно, так прям вообще. Да. Но это мы еще Уютно. много где не были, еще за Ереваном, там, ну, то есть Ну там, да, да. вот. Но и здесь, если даже не рассматривать отдаленные районы, вот, которые близлежащие, да, именно районы Ереван. Мгм. Кроме Кентрона и Арабкира есть же вот, соответственно, и Шингавит, и Эребуни, и вот Нор-Норк, и Норк-Мараш, вот, и Очепняк, и Мгм. Аван. То есть вот эти все районы, и Канакер, Зейтун, вот. И не обязательно Арабкир и Кентрон выбирать, потому что там жилье дорогое. Но почему я выбрала через риэлтора? Ну вот мы смотрели, да, с тобой, и остановились на риэлторе. Потому что вот в этих чатах, телеграм-чатах, где я съезжаю раньше, ценник был такой же, как нам и риэлтор предложил. Но единственное, что риэлтору нужно было заплатить, конечно, 50% комиссии. Вот. Но это люди работают. Понятно, что кто будет работать бесплатно, да? Не, ну конечно, да. Человек берет на себя гарантию, то есть он приехал, он скинул нам сначала фотографии, потом мы его попросили, сказали, а можно ли нам так, чтобы вы нам засняли? Вот, мы посмотрели и сразу заехали. Это не тот риэлтор, который нам первый раз попался, это уже хороший. Да, да. Вот. И он поехал, заснял, и все, в принципе, мы посмотрели, сказали, окей. Но вот такая небольшая получилась неприятность, что квартира была занята к тому моменту, как мы прилетаем, и поэтому пришлось нам как бы посуточно кочевать. Но ничего, зато мы посмотрели вот этот район. Вот, поэтому тут смотрите сами, как вам удобно. Можете попробовать поискать на «Съезжаю раньше», да? Может быть, что-то вы найдете так от собственника. Это сейчас будет весьма непросто, но, в принципе, как сказать, не бывает это, чтобы было без чудес, да? Но сейчас чудеса нужны серьезные, чтобы найти, потому что, как бы, квартиры забирают очень быстро, да? Да. Очень повышенный спрос. Ну и, соответственно, ценник вырос. Но вот в тех районах, которые подальше, а они как подальше? Вот, например, мы от третьего массива добираемся на такси. Если это не час пик, то где-то примерно 20 минут. Иногда даже быстрее. Да, в Шингавит вот мы ездим. Если пробка, то 40 минут. Ну вот, от третьего массива до Шингавита. Если пробки нет, мы можем за 15 минут доехать. В принципе, это все это не Москва. Все равно, если особенно Ну, машина да. есть, если не на автобусе передвигаться. А если на машине, на такси, все, в принципе, близко. Поэтому, если вы, тем более, там, удаленщики, если ты хочешь, чтобы нам вообще написали сплошные комментарии, что мы смеемся постоянно. В общем, если вы удаленщики, и вам не принципиально ездить на работу, вы просто живете где-то подаль центра, вам надо в центр, сели на машину и приехали вообще без проблем. Так что вот так. Ну, в принципе, я думаю, что мы на все вопросы ответили. Да? Ответили на все вопросы касаемо заселения, касаемо съема квартиры. Если еще какие-то вопросы остались, пишите. Мы стараемся ничего не скрывать, все рассказываем как есть, покажем свой будущий район, в котором мы будем жить, нашу квартиру, в которой мы будем долго жить, на долгосрок. Надеюсь, что все будет там хорошо. Вот. Так что оставайтесь с нами, кому интересна жизнь в Армении, переезд, вот эти все тонкости, нюансы, как адаптироваться. Пишите вопросы свои в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Мы благодарим вас, ценим ваше доверие. Ну а также такой вопрос, не касающийся вообще съема жилья. Вы мне написали, расскажите поподробнее об армянских корнях. Вот. Мне рассказать? Но я могу что рассказать? Я могу сказать, что я наполовину армянка, вот, по отцу.
в принципе, больше рассказать мне нечего. Вот. А мой муж хотел поделиться такой, как это, ну не теорией, это вообще как бы так оно и есть на самом деле, по поводу Ноя. Расскажи. На самом деле, если взять историческую вообще цепочку всех вообще событий, начиная от большого потопа и Ноя, да, первого человека, да, первой семьи, вот, расположились они на горах Араратских, вот, нигде иначе. Вот, и, соответственно, начало цивилизации взято на горах Араратских, где мы, собственно, с вами сейчас и находимся. И поэтому армянские вообще корни, вот, если, если, конечно, все это признают, но как это все признают, вот, это очень маленькая вероятность, вот, но если взять вообще по существу и, вообще начало, да, цивилизации и начало, рода человеческого, вот, начиная от большого, да, потопа, то есть как бы раньше-то тоже были люди, вот, но их потом не стало, вот, а первые люди вместе с Ноем, вот, это, соответственно, получается, граждане Армении, вот, как ты ни крути, и поэтому все, кто даже на Сахалине живет, в Соединенных Штатах Америки, вот, в Евросоюзе, вот, я думаю, что все должны знать вообще родоначало, откуда. Да. Армения — это у всех. сердце. Да, и, вот, и мы сейчас находимся в сердце мира. Чему если мы... кто-то сомневается, Библия в помощь. Вот. Да, откройте, Тут... посмотрите. Хотите верьте, хотите нет, ничего, как говорится, не изменится. Это факт. Вот. Так что мы в сердце мира, и нам здесь очень хорошо. Мы здесь не планируем переждать, да? Да. Мы здесь планируем именно жить. И если все будет хорошо, то через 10 лет, через 20 лет мы будем также рассказывать о том, как нам здесь хорошо. Да будет так. Вот. И да будет мир во всем мире. Ну а мы продолжим собирать наши вещи и будем вещать, рассказывать уже с новой квартиры вам, да? Да. О том, как мы продолжаем интегрироваться в новую жизнь, правильно я сказала? Интегрироваться? Да. Можно и так. В общем, подписывайтесь, кто еще не подписался. Спасибо тем, кто уже подписался. Спасибо, что смотрите нас. И особая благодарность тем, кто комментирует, задает вопросы и просто поддерживает нас. Мы все читаем. И поэтому, пишет в принципе... еще приятности всякие. Еще кто пишет, вот прям особая вообще благодарность. А кто пишет по 3-4 комментария, вам прям вот сердечко. Шнаракалютун. Да. Спасибо вам огромное. Все, всем пока-пока.